Привет всем, меня зовут Татьяна. Вы находитесь на моем канале, который посвящен вязанию крючком. Здесь на своем канале я делюсь различными видеоуроками и лайфхаками по вязанию. Вяжу в основном сумочки, и если вы не знакомы еще с моим творчеством, то обязательно перейдите на мою страничку в Instagram по ссылочке под видео и ознакомьтесь. Там очень много всего красивого, интересного, очень много полезностей. Обязательно зайдите, подпишитесь и следите за моим творчеством. Также у меня есть сайт, на котором можно приобрести мастер-классы по вязанию сумочек. Ссылочка также под видео. А сегодня я хочу провести большой видеообзор пряжи, из которой я вяжу свои сумочки. Покажу вам сегодня очень много красивой пряжи, покажу много своих сумочек. Будет очень интересно, не переключайтесь. Перед тем, как начать просмотр видео, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Итак, сегодня я хочу вам представить пряжу Бугета, из которой я вяжу свои сумочки. Сумочки я вяжу уже довольно давно, уже, наверное, года 3, может быть, даже больше. И практически 90% своих сумок я вяжу именно вот из этой пряжи. Пряжа Бугета – это бывший бренд Макарони. У них произошел ребрендинг, поменялось название, но все остальное осталось прежним. То есть все характеристики, качество пряжи, все это осталось на прежнем уровне. Итак, почему же я люблю именно эту пряжу? Чем она меня так зацепила? Рассказываю. Во-первых, у Бугета очень большой ассортимент шнуров. Здесь есть шнуры любой толщины, начиная от 2 мм и заканчивая 5 мм. Во-вторых, здесь есть такие виды пряжи, как вот, например, PP макраме с глиттером. То есть это шнурочек с добавлением глиттера. Сумочки из такого шнура смотрятся очень эффектно. Сейчас попозже я вам их обязательно покажу, и вы сами в этом убедитесь. Далее. Здесь есть и полипропиленовый шнур, и хлопковый шнур, и хлопковый шнур с глиттером, и полипропиленовый шнур с глиттером, и шнуры для плетения макраме. То есть, ну вот просто на любой вкус, какую бы сумочку вы ни задумали связать, либо даже сплести из макраме, в Бугета найдется обязательно тот шнур, который вам подойдет идеально. Итак, начну свой видеообзор я, пожалуй, с новинок, которые мне прислали на пробу. Я еще ничего не успела из них связать, но уже могу сказать о них свое мнение и посоветовать, что из них можно связать. Итак, вот, например, первая новиночка – это Metallic Twist. Это шнур для плетения макраме. Вязать из него я, наверное, не рискну, потому что это, посмотрите, какой шнурочек, он скручен из множества нитей, то есть он прям вот натуральный шнур для макраме. В него можно сплести что-то для украшения интерьера, например, какое-то красивое панно, будет очень смотреться эффектно, я так думаю. Либо можно сплести авоську, вот, либо какую-нибудь еще красивую сумочку. Вот. Обязательно попробую, хоть я и не специалист макраме, но когда я увидела этот шнурочек, мне прям захотелось попробовать. Дальше. Да, я еще не сказала про характеристики этого шнура. Ну, так вот на вид он где-то миллиметров 5 толщиной, то есть довольно-таки толстый. Вот, и очень такой, знаете, он ну вот прям как проволочка такой, вот как мягкая проволока. То есть очень хорошо будет держать форму. Дальше, вторая новиночка – это вот такой вот шнурочек Луна. Это тоже такой довольно-таки жесткий шнурочек, но его можно использовать для вязания. Так, вот здесь вот у меня есть вот хвостик. Этот шнурочек уже не скрученный, а, смотрите, сплетенный.
Вот. Поэтому его можно использовать и для вязания, и для макраме, кстати, тоже он подойдет. Я думаю, тоже будет изделие очень хорошо держать форму и эффектно смотреться. Состав у него, так, значит, сейчас, секунду, 90% металлик и 10% катон. То есть, смотрите, между вот этими металлизированными ниточками кое-где виднеется хлопковая нить. Из этой ниточки я бы связала, наверное, какой-то вечерний клатч, ну что-то такое, вот какую-то такую нарядную сумочку для выхода в свет, так сказать. Толщина шнурочка где-то 2,5-3 миллиметра. Еще одна новиночка — это вот такой вот шнур травка. Это такой, я бы сказала, праздничный вариант, из которого очень хорошо будут смотреться новогодние игрушки, какие-то предметы декора праздничные. Толщина шнурочка, ну, наверное, 3 миллиметра. Вот, то есть для игрушек и для домашнего декора подойдет идеально. Вот, наверное, я его оставлю на потом. Перед Новым годом что-нибудь обязательно из него свяжу праздничное. Теперь перейду к шнурам, которые я уже опробовала, из которых я уже связала множество сумочек. И начну, пожалуй, с Пипи Макраме. Это полипропиленовый шнур толщиной 2 миллиметра. Сейчас летом он очень актуален, так как из него можно вязать большие пляжные сумки, авоськи. Также из него плетут авоськи макраме. Значит, это шнур, состав его 100% полипропилен, толщина его 2 миллиметра, вес моточка 200 граммов и длина нити в мотке 230 метров. Значит, какие изделия я вяжу из этого шнура? Из этого шнура я вяжу свои знаменитые, не побоюсь этого слова, саквояжи. Вот они, саквояжики Одри. Также из него я вяжу маленькие сумочки. Так, показываю. Вот она, маленькая сумочка Лилу. Вот, то есть видите, да, из этого шнурочка сумочки такие получаются мягкие. То есть он не держит форму, то есть он не стоит колом, не держит хорошо форму. Вот, и подходит вот для сумочек вот такого плана, которые не требуют такой вот жесткой формы. Далее. Также я вяжу из этого шнура сумочки с пайетками. У меня они есть в профиле Инстаграм. Можете зайти посмотреть. К сожалению, сейчас не могу показать, потому что ни одной сумочки нет в наличии. Также этот шнурочек представлен вот в таком варианте с глиттером. С глиттером он смотрится еще наряднее, то есть он сам по себе такой глянцевый. И здесь еще и с добавлением глиттера. Посмотрите, какой он красивый, как мерцает. Естественно, цветовая палитра очень богатая. Здесь я вам показываю всего несколько вариантов, а вообще палитра состоит из десятков разных цветов. Вот, и из этого шнурочка с глиттером я также вяжу саквояжи. Вот он, еще один саквояжик. Вот как раз вот по этой модельки я снимала мастер-класс. Вот такой вот саквояжик. Вот смотрите, видите, вот это вот шнурочек с глиттером золотистым. Также из этого шнурочка я вяжу вот такие вот клатчи. Эта моделька у меня называется клатч элегант. Вот, посмотрите, какой, как переливается этот шнурочек. Вот он, кстати, этот цвет темно-серый. Так, по этой модельке у меня есть мастер-класс. Можете перейти по ссылочке в описании на мой сайт и приобрести мастер-класс по клатчу, либо по саквояжу, по всем моим моделькам, которые я сегодня буду показывать. У меня есть мастер-классы, которые можно приобрести на сайте. Также у меня есть вот такая сумочка Лилу, которая тоже вяжется из этого шнурочка. То есть ее можно связать и из обычного пипи макраме, как вот этот вариант, например.
и из PP макраме с глиттером. И, кстати, расход на эту сумочку очень небольшой, на нее уходит чуть больше половины такого моточка. Мастер-класс на эту сумочку также имеется. Также этот шнурочек представлен еще в двух вариантах. Этот шнурочек толщиной 3 мм и вот этот толщиной 4 мм. Значит, 3-миллиметровый шнур можно также использовать для вязания летних сумок больших, да, которые из толстого шнура будут смотреться громоздко. Из этого шнура они будут смотреться хорошо, и плюс сумочка будет легкой. То есть для авосик, для летних шоперов, для пляжных сумок также этот шнурочек подойдет. Вот этот шнур более толстый, и он более плотный. Он, по-моему, даже с сердечником, если я не ошибаюсь. Точно не помню, но мне кажется, что он с сердечником. Сейчас я посмотрю. Здесь его должно быть видно. Нет, без сердечника. Все, без сердечника шнур. Смотрите, вот он как распускается. Значит, состав тот же, 100% полипропилен, но толщина этого шнура 4 мм. Этот шнурочек подойдет хорошо для сумочек кроссбоди, которым нужно хорошо держать форму. Также его можно использовать для интерьерных корзин. Так, значит, в одном моточке здесь 250 граммов, 95 метров. И 3-миллиметровый шнурочек в одном моточке 200 граммов, 145 метров. Теперь покажу вам еще один полипропиленовый шнур, который я также очень люблю, но он имеет одну особенность. Называется он Bugetta PP макраме tie-dye. И особенность его в том, что он сплетен из нитей разного цвета. То есть у него цвета, видите, такие меланжевые. Вот, например, ниточка голубая, сплетенная с серым. И такой вот получается цвет серо-голубой, меланжевый. И, в общем-то, все эти цвета, они как бы, да, с такими вот вкраплениями. Какой-то берется основной цвет, и в него добавляется еще какой-то цвет. Вот, очень красивый, кстати, кирпичный. Вот, эта ниточка толщиной 3 мм. Состав 100% полипропилен. Вес моточка 250 граммов и длина нити в мотке 250 метров. Значит, из этой пряжи также я вяжу летние сумки большие. Вот, например, у меня есть сумочка Хоба. Вот она, сейчас полностью, наверное, ее не покажу, потому что она большая. Это вот такая вот сумка-мешок, которая вешается на плечо, вот с такой вот длинной ручкой. Вот внутри большой кармашек, снаружи большой кармашек. Сумка очень удобна для отдыха. С ней очень удобно ходить на пляж. Сюда влезает и полотенце, и крема, и купальники, и, в общем, все, что нужно. Значит, сумочка называется Хобо. Мастер-класс по ней тоже есть. Вот, кстати, цвет, посмотрите, какой. Здесь вообще даже не два разных цвета, а здесь, наверное, 4 разных цвета. Нити 4 разных цветов сплетены в одну. Очень красивый цвет. Этот шнурочек мне нравится тем, что он очень универсальный. То есть если его вязать вот таким вот каким-то узором, как, например, я вязала сумка Хоба, здесь обычный столбик с накидом, то сумочка получается вот такая вот мягкая, то есть она не слишком хорошо держит форму, да, ну, то есть в этой модели мне как раз это и нужно. Если же его вязать каким-то плотным узором, то можно связать сумочку, наоборот, очень такую плотненькую, которая будет хорошо держать форму. Можно связать и сумку кроссбоди, и можно связать и рюкзачок, и то есть все что угодно.
И покажу вам еще один полипропиленовый шнурочек. Это самый толстый из всех полипропиленовых шнуров Бугетта. Называется он PP Cord. Вот. Значит, состав стопроцентный полипропилен, 500 граммов в моточке, и длина нити в мотке 120-125 метров. Из этого шнура я очень люблю вязать корзины. Вот покажу вам одну корзинку. Вот она связана из PP-корда. Он очень хорошо держит форму. Он очень, как сказать-то, ровно ложится. То есть корзину не надо ни отпаривать, ни разглаживать. То есть вы связали, и она, то есть ее можно вот так вот руками просто придать форму, и корзинка будет эту форму держать. Значит, очень неприхотливый шнур в уходе, так как это полипропилен, его очень легко стирать. Достаточно буквально протереть влажной тряпочкой или влажной салфеткой, и все пятна смываются. Также можно стирать в машинке. Ну, в данном случае с деревянным донышком я, конечно, в машинке не стираю, но если корзинка полностью вязаная, то стирать в машинке вообще не проблема. Теперь я перейду к хлопковым шнурам и начну вот с такого хлопкового шнура толщиной 3 мм с сердечником. Значит, этот шнурочек называется Cotton Fillet, толщина 3 мм, в моточке 200 граммов и длина нити 100 метров. Значит, повторюсь, толщина шнура 3 мм, и это шнурочек с сердечником. Сейчас я вам его даже попробую показать. Ага, вот он. Смотрите, вот я вытащила из шнура сердечник. Сердечник дает шнуру дополнительную плотность. Он такой, знаете, становится не слишком эластичный, то есть это довольно-таки такой жесткий шнур, изделие из которого держит очень хорошо форму. Из этого шнура, в принципе, можно вязать любые сумочки, как кроссбоди, так и какие-то большие сумки. В принципе, он довольно-таки универсальный. Я вам покажу сейчас одну сумочку из него, больше у меня, к сожалению, нет. Так, сейчас. Вот такая вот большая сумка. Это у меня сумочка Замер. Она также есть в моей коллекции мастер-классов. Так, бирочка у меня тут оторвалась. Значит, вот такая вот сумка. Ну вот, посмотрите, как она держит форму. И как выглядит изделие из этого шнура. Также этот шнурочек идеально подойдет для домашнего интерьерного вязания, то есть для подушечек, для каких-то салфеточек, для небольших ковриков подойдет просто идеально. Посмотрите, какой он. Он такой очень приятный на ощупь. И из него очень приятно вязать, то есть с ним работать одно удовольствие. И напоследок я оставила самые вкусные моточки. Это мои любимые Бугетта Star и Бугетта Ribbon с глиттером. Значит, Star — это хлопковый шнурочек толщиной 4 мм. И шнурочек этот с добавлением глиттера. Очень красивый, очень приятный в работе. Очень эффектные изделия получаются из этого шнура. Посмотрите, какие цвета. Так, сейчас покажу вам изделие из Стара. Вот она, моя сумочка Бомб, которая связана из шнурочка Star.
Здесь у меня цвет оливка с добавлением серебристого глиттера. Вот так вот смотрится он в изделии. Значит, состав шнура: хлопок с добавлением глиттера. В одном таком моточке 250 граммов и 90 метров. Например, вот на эту сумочку, которую я вам показала, уходит ровно 2 таких моточка. И, наконец-то, я добралась до своего любимого рибончика. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это самый популярный шнур среди бренда Бугетта, Бугетта-Макарони. Из этого шнура я чего только не вязала. Я сейчас вам все покажу, но сначала расскажу про его характеристики. Значит, так, состав: 75% хлопка, 25% глиттер, то есть он тоже с добавлением глиттера. Вес моточка 250 граммов, длина нити 105 метров. Значит, да, кстати, производство Турция, то есть эта пряжа вся делается в Турции. Значит, толщина шнура. Очень многие спрашивают, какая же толщина у рибона с глиттером. Вот я вам сейчас покажу, как выглядит этот шнурочек. Так, вот. Это необычный шнур, не классический шнур. Он, посмотрите, вот такой вот сплющенный, как лента. Но на самом деле это многие думают, что он такой же, как трикотажная пряжа, да, такой вот лентой сделан. Но нет, это самый настоящий шнур, но внутри он пустой. То есть это полый сплющенный шнур. Ширина вот этой вот ленты, да, где-то 6-7 миллиметров. Вот. Но когда вяжешь, толщина этого шнура соответствует толщине 5-миллиметрового шнура. Вот. То есть аналогом этого шнура будет являться любой 5-миллиметровый шнур. Здесь у меня представлено всего несколько цветов, но на самом деле у рибона с глиттером просто огромнейшая палитра. Вот, например, смотрите, вот у меня здесь вот есть 2 черных. Вот, то есть, смотрите, это черный и это черный. То есть тут одних черных только может быть несколько цветов. Например, черный с серебристым глиттером, черный с черным глиттером, черный может быть с золотистым глиттером. Также возьмем розовый, да, розовый с перламутровым глиттером, розовый, также другой розовый, тоже с перламутровым глиттером. Этот же розовый может быть с серебристым глиттером, может быть с золотистым глиттером и может быть с розовым глиттером. То есть здесь можно взять один цвет и то есть дополнить, да, разным цветом глиттера, и получится уже из одного цвета уже несколько разных цветов. То есть вы поняли, да, что палитра очень и очень богатая на любой вкус и цвет. Так, теперь я покажу вам изделия, которые я вяжу из рибончика. Ну, в первую очередь это, конечно же, моя сумочка Миледи, всеми любимая. Вот он, рибончик, коричневый с золотистым глиттером. Сумочка. Мастер-класс, конечно же, имеется. Можно приобрести на сайте. Так, далее рюкзачки. Вот это рюкзачок Infinity. Такой вот квадратненький на молниях. Тоже связан из рибончика с глиттером. Серебристый, точнее серый с серебристым глиттером. Далее еще один рюкзачок Galaxy. Вот такой вот. Это голубой цвет с голубым глиттером. Вот такой вот рюкзачок. Далее сумочка Бомб у меня
связана из Стара, но ее же я вяжу еще и из риббона с глиттером. Поэтому в коллекцию сумочек из риббона я ее также добавляю. Далее, так, авоська. Посмотрите, какая авоська у меня есть в коллекции. Вот, она также связана из риббончика. Вот, посмотрите, это черный, да, с синим глиттером. И также из риббона с глиттером я вяжу сумочку Берта. Это поясная сумочка. Вот, посмотрите, как он хорошо держит форму, во-первых. И также, если связать каким-то свободным узором, да, этот шнурочек, то он будет держать форму уже, точнее, он не будет так хорошо держать форму. Вот, например, вот в этом изделии мне как раз и нужно, чтобы он был таким вот мягким, и чтобы сумочка не стояла колом. Вот, то есть сам по себе шнурочек, он такой мягкий очень. Но если связать его плотным узором, то, соответственно, и форма будет очень плотной. Ну что ж, все основные моменты, касаемые моей любимой пряжи Бугетта, я осветила. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока-пока!